Всем привет! Меня зовут Наташа, и я очень рада видеть вас на своем канале о вязании. В этом видео я предлагаю вам вместе со мной связать двухцветный квадратный мотив крючком. Для вязания я использовала пряжу Gazal Baby Cotton. Состав пряжи 60% хлопок и 40% акрил. В моточке 50 грамм и 165 метров. Вязала я крючком 2,5 мм. Делаем скользящую петлю. Вяжем воздушную петлю подъема, столбик без накида и воздушную петлю. Такая комбинация заменяет нам первый столбик с накидом. И далее в кольцо мы провязываем 11 столбиков с накидом. Провязали, затягиваем нить и рабочую нить отрезаем. Замыкать ряд мы будем с помощью иглы. Находим вершинку самого первого столбика с накидом, вводим иглу вот таким образом и затем в последнюю петлю, захватывая перемычку столбика. И далее конец нити мы просто прячем в вязание. Второй конец нити спрячьте самостоятельно. Первый ряд готов. Далее вяжем второй ряд. Нитью белого цвета делаем начальную петлю. И в любую петлю мы провязываем 2 столбика с накидом. Далее до конца ряда в каждую петлю мы будем провязывать по 2 столбика с накидом. Вяжем по 2 столбика с накидом в каждую петлю. В следующую петлю провязываем 2 столбика с накидом. В следующую петлю также провязываем 2 столбика с накидом. И таким образом мы вяжем до конца ряда. Провязали. В этом ряду у нас должно получиться 24 столбика с накидом. Далее мы отрезаем нить и замыкаем ряд с помощью иглы. Вводим иглу в вершинку второго столбика с накидом и затем в последнюю петлю. Такое соединение всегда заменяет нам одну петлю, поэтому мы вводим крючок в вершинку второго столбика с накидом. Концы нити аккуратно спрячьте в вязание самостоятельно. Вяжем третий ряд. Делаем начальную петлю.
Далее посмотрите, вот у нас галочка. Мы вводим крючок в вершинку второго столбика с накидом и провязываем столбик без накида. В следующую петлю вяжем столбик без накида. И далее в основании галочки мы провязываем вытянутый столбик без накида. Далее в следующую петлю вяжем столбик без накида. В следующую петлю провязываем еще один столбик без накида. И далее в основании столбиков с накидом предыдущего ряда мы провязываем вытянутый столбик без накида. Вязать так будем до конца ряда. В следующую петлю провязываем столбик без накида. В следующую вяжем еще один столбик без накида. И затем провязываем вытянутый столбик без накида. В следующую петлю, она у нас немножко спрятана, провязываем столбик без накида. Еще один столбик без накида провязываем в следующую петлю. И затем провязываем вытянутый столбик без накида. Вяжем так до конца ряда. В конце ряда довязываем 2 столбика без накида. И вытянутый столбик без накида. Вытягиваем петлю. Находим вершинку второго столбика без накида. Вот она. Вводим крючок с изнаночной стороны вот таким образом. И вытягиваем петлю. Подтягиваем ниточки. Далее вводим крючок вот под эту перемычку. Набрасываем петлю. И вытягиваем через 2 петли ниточку. Вяжем воздушную петлю подъема, которая заменяет нам столбик без накида. И далее в каждую петлю до конца ряда мы провязываем по одному столбику без накида. Всего в этом ряду у нас должно получиться 36 столбиков без накида, включая воздушную петлю подъема. Довязали этот ряд до конца. И далее ниточку мы отрезаем. Замыкаем ряд с помощью иглы. Смотрите, вот у нас воздушная петля подъема. Мы вводим иглу в следующую петлю вот таким образом. И затем в последнюю петлю. Концы нити прячем в вязание. Вяжем 5-й ряд. Делаем начальную петлю. Находим петлю, которая находится над вытянутым столбиком без накида. И в эту петлю провязываем столбик с накидом. Далее пропускаем 2 петли и в следующую петлю над вытянутым столбиком без накида мы провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли и еще один столбик с накидом. Пропускаем 2 петли и в следующую петлю провязываем также столбик с накидом, 3 воздушные петли и еще один столбик с накидом. Так мы будем вязать до конца ряда. Пропускаем 2 петли и в следующую петлю вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли
И еще один столбик с накидом. Довязали ряд почти до конца. Далее в самую первую петлю основания мы довязываем еще один столбик с накидом. Вяжем 2 воздушные петли. Отрезаем нить и замыкаем ряд с помощью иглы. Вводим иглу в вершинку самого первого столбика с накидом. И далее в последнюю петлю. Концы нити прячем в вязание самостоятельно. Вяжем 6-й ряд. Делаем начальную петлю. И в любую арочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда мы провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И далее в каждую арочку из 3 воздушных петель мы будем провязывать по 5 столбиков с накидом. Вяжем 5 столбиков с накидом. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно, провязывая в каждую арочку по 5 столбиков с накидом. Довязали этот ряд до конца. Отрезаем нити, замыкаем ряд с помощью иглы. Иглу вводим в вершинку второго столбика с накидом. И затем в последнюю петлю. Концы нити самостоятельно прячем в вязание. 7-й ряд. Делаем начальную петлю. Находим средний столбик веерочка. И в вершинку этого столбика провязываем 3 столбика с накидом. Провязали. Далее вяжем 2 воздушные петли. И далее мы провязываем вытянутый столбик с накидом между столбиками с накидом 5-го ряда. Вот таким образом. Вяжем 2 воздушные петли. И в вершинку среднего столбика с накидом провязываем столбик без накида. Вяжем 2 воздушные петли. И между столбиками 5-го ряда провязываем вытянутый столбик с накидом. Вяжем 2 воздушные петли. В средний столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Вяжем 2 воздушные петли. И между столбиками 5-го ряда провязываем вытянутый столбик с накидом. Вяжем 2 воздушные петли.
И в средний столбик с накидом предыдущего ряда мы вяжем второй угол квадрата. Провязываем в эту петлю 3 столбика с накидом. Две воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. И далее мы повторяем вязание. Вяжем 2 воздушные петли и между столбиками с накидом 5-го ряда провязываем вытянутый столбик с накидом. Вяжем 2 воздушные петли и в средний столбик с накидом провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли и вяжем вытянутый столбик с накидом. Две воздушные петли и в средний столбик провязываем столбик без накида. Вяжем 2 воздушные петли. Между столбиками провязываем вытянутый столбик с накидом. Вяжем 2 воздушные петли и в средний столбик с накидом провязываем третий угол квадрата. Вяжем 3 столбика с накидом. Две воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. Таким образом довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Довязали ряд почти до конца, связали вытянутый столбик с накидом. Далее вяжем 2 воздушные петли и довязываем самый первый угол квадрата. Провязываем в самую первую петлю основания 3 столбика с накидом. Вяжем 1 воздушную петлю и ниточку отрезаем. Замыкаем ряд с помощью иглы. Вводим иглу в вершинку самого первого столбика с накидом и затем в последнюю петлю. Концы нити спрячьте в вязание самостоятельно. Последний 8-й ряд. Делаем начальную петлю. Находим любую угловую арочку. И в эту арку мы провязываем 3 столбика с накидом на воздушной петле. Провязываем. Провязываем их вот таким образом. Вяжем 3 столбика с накидом на воздушной петле. Далее в каждую арочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда мы будем провязывать по 3 столбика с накидом.
Вяжем по 3 столбика с накидом в каждую арочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. Провязали. И далее в угловую арочку мы провязываем 3 столбика с накидом на воздушной петле. 1, 2, 3. Вяжем 2 воздушные петли и в эту же арочку провязываем еще 3 столбика с накидом на воздушной петле. И далее мы продолжаем вязание точно так же. В каждую арочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда мы провязываем по 3 столбика с накидом. И затем в угловую арочку провязываем 3 столбика с накидом на воздушной петле, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом на воздушной петле. Таким образом довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Довязали ряд почти до конца, и в самую первую арочку нам нужно провязать еще 3 столбика с накидом на воздушной петле. Далее мы провязываем воздушную петлю, отрезаем нить и замыкаем вязание с помощью иглы. Вводим иглу в вершинку самого первого столбика и затем в последнюю петлю. Концы нити прячем в вязание. В результате у меня получился вот такой яркий мотив. Посмотрите, вот так выглядит изнаночная сторона.